принципе, дела хорошо, все отлично. Немножко не радует зима, хотелось бы опять летнего солнышка, стало прохладно. Так все замечательно, хожу в зал, тренируюсь, настроение бодрое, готов рвать и метать. В первую очередь, конечно же, решения были сложные, потому что компания развивается и не всегда получается контролировать все вещи, которые есть. Конечно же, делегирование – это основная функция управления, поэтому мы сейчас подбираем людей, которым можно делегировать, которые могут выполнять задачи сами самостоятельно и сами самостоятельно принимать решения. Касательно фан-базы, я думаю, что это однозначно, я скажу слово «да», касательно составов каких-то того, чего хотят люди, мы действительно смотрим и руководствуемся решением фанатов. Касательно, конечно, стафа в офисе, персонала, мы стараемся все-таки быть более консервативны и принимать решения внутри. Ну, у нас приходило очень много новых людей. Креативный директор, маркетинг-директор, то есть мы набираем ходов направлений, чтобы нам было, скажем так, легче работать в определенных аспектах, чтобы сделать больше контента, больше интересного контента, чтобы можно было развить организацию и, в принципе, показать всем совсем другой уровень киберспорта. Я думаю, что команде, конечно, нужно время дать сыграться. Мы с начала года, даже не то что 8 месяцев, мы что-то выиграли, что-то проигрывали. Но, в общем, тот состав уже не мог существовать просто по личным причинам. Он уже, как игроки, Куроки, Пупей, они отличные игроки. Я желаю им только счастья и удачи. Как люди, есть люди конфликтные, есть люди менее конфликтные. Состав претерпел изменения чисто из-за личных отношений. Тут невозможно удержать игрока, который... людей, которые не хотят найти, например, какой-то компромисс, если другой человек не хочет найти компромисс. Текущие изменения в составе, они в первую очередь связаны с тем, что, конечно, мы хотим вернуться на прежний уровень игры. Я уверен, что нам это удастся, и мы это планируем сделать примерно до конца зимы. Я уверен, что в феврале Нави покажет свое истинное лицо, этот состав сыграется и будет реально всех, не рвать и метать, но, по крайней мере, будет показывать как минимум достойную игру. А что будет дальше, мы посмотрим. Артур изменился действительно сильно. У него есть положительные изменения, негативных изменений пока я не заметил, но это пока. Могу сказать одно, что все, кто говорят, что вот там это, скажем так, без капитана все возможно, без капитана, без человека, который ведет команду, практически ничего не получается. Все рушится, сыпется, нет дисциплины игровой, нет дисциплины на тренировках и т.д. То, что пишут люди, те комментарии, которые я читаю, уберите им зарплату, не платите, 5-10. Это даже убрать зарплату не изменит, взять других людей не изменит. Нужен жесткий стержень, от него должна строиться команда. Таким в свое время был Иван Антонов, он же Ростайл, таким в свое время был Климент Иванов, он же Пупей. Сейчас мы взяли Артура и надеемся, что он станет тоже третьим краеугольным камнем в этой постановке, скажем так, менеджмента и построения игрового процесса. От отчаяния. Это, конечно, мне непонятно до сих пор. Я считаю, что, в принципе, наша команда однозначно заслуживает туда поехать. Мы, в принципе, готовы. Я думаю, что последние результаты команды были не очень удовлетворительными. И это повлияло на голосование. Плюс там всякие ребятки с EG, с секретов, топите за Cloud9, т.д. и т.п. Боятся просто, не хотят, чтобы мы ехали, это понятно. Но я думаю, что, в принципе, с точки зрения, я благодарен тем фанатам, которые действительно с нами остаются до последнего, до победного конца. Я могу вас заверить, что мы вас обрадуем уже в ближайшее время. Команда, которая не показывает результатов, она не может не меняться. Не могут люди постоянно, не может никому нравиться, что ты постоянно проигрываешь. Это сильно влияет на моральную атмосферу в команде. То же самое и в Нави, в основных составах. Когда происходит проигрыш, это плохо. Это влияет на моральный фон, это влияет на отношения. Пока что будет с Нави С, сказать сложно, мы примем решение на следующей неделе. С Ареном мы просто не смогли найти общий язык по поводу его поведения. Основных претензий у меня к нему нет. Честно, в одно время скучал, но сейчас столько летал, столько путешествовал, что просто я считаю, что я даже никуда не хочу с Киева выезжать. Я хочу находиться в Киеве и спокойно здесь
скажем так, это можно назвать расслабиться. Конечно же, хотелось бы, наверное, иногда все-таки полетать, там, поддержать, но я понимаю, что у нас есть менеджеры, у нас есть general менеджер команды, у нас есть COO, эти люди все обеспечивают эти составы, поэтому это их прерогатива. Ну, хорошо было с точки зрения бизнес-девелопмента, вещей, которые мы делали. Я считаю, что мы создали чуть ли не свой видеопродакшн, который мы уже скоро запустим. Navi сумели создать действительно конкурентную компанию на рынке турниров, это Dreams Media. В ближайшем будущем мы запускаем свою студию для бродкастинга топ-популярных игр до конца года. Об этом анонсе также вы узнаете на этой неделе. Открыли подразделение Navi US, возможно, не сильно успешно, но это был неплохой старт. То есть с точки зрения роста и бизнес-девелопмента всего остального мы хорошо себя показали. Считаю, результаты были не очень, однозначно мы стремимся к лучшему и мы в принципе знаем, как этого достичь. С точки зрения позиционирования на рынке, я считаю, что Navi однозначно начали захватывать новые рынки, новые территории, это является новых фанатов, мы приезжаем в новые страны, в другие, это влияет на нашу фан-базу, влияет на людей, которые там находятся. Я безумно рад смотреть, когда люди искренне радуются приезду игроков, и я считаю, что это заслуживает уважения. Как минимум того, что люди фанатеют, им это нравится, и они отдаются как игроки, поэтому с душой. Эта идея жива, с ним ничего не так, он в процессе, я думаю, что все скоро все узнают. Но я считаю, что будет происходить градация, то есть топовые лиги будут все больше отрываться, средние будут оставаться на каком-то таком уровне, низшие будут пытаться делать что-то для аматоров, для самих про. Я считаю, что градация, конечно, должна быть. Не может быть такого, что команда Navi там играет 30 матчей в месяц. Ну, это бред. Вы бы смотрели Барселону, если бы она играла каждый день. Никому бы не было интересно. Так, топовые матчи топовых команд, это должна быть изюминка. И поэтому, как мы себе ставим в следующий год приоритеты, это однозначно турниры топового уровня. ESL, DreamHack, StarLadder, MLG. Maybe, если у них будет контент, да, по турниру по доте, по Counter-Strike, которые они планировали. Все остальные турниры, это все под вопросом. Для команды очень важно получить для организации exposure, для команды и для плееров хороший experience. Чтобы был players lounge, все было оборудовано 5-10. Играть просто онлайн, это уже неинтересно, это не тот уровень. Команды, которые этого не понимают, они находятся в другой вселенной. Мы смотрим в сторону League of Legends, однозначно. Но мы смотрим уже так давно, что я уже мне надоело туда смотреть. Компания Riot каждый год меняет правила, и немножко нам тяжело под них адаптироваться. Там мы хотели в прошлом уже это сделать, там ввели ограничения. Сейчас мы понимаем, тут такая ситуация, опять ввели ограничения. То есть тяжковато немножко ориентироваться. Все время нужно общаться с людьми, с экспертами, чтобы они рассказывали, что нам делать. По Navi US однозначно мы хотим добавлять составы, но пока что какие точно мы еще не решили. Нет, Forbes это круто, конечно, хорошо, приятно, да, то есть я считаю, что мы несем киберспорт в массы, рассказываем людям о том, как это круто, какой-то феномен, и каким он огромным будет в ближайшие уже 5 лет, он будет намного больше, чем многие виды спорта. И чем больше об этом людей узнают, тем больше мы получаем фанатов, тем больше мы получаем потенциальных людей, которые хотят зайти на этот рынок. То есть мы помогаем развиваться рынку. Первое, что я хочу сказать, конечно, это большое спасибо нашим партнеров, которые остаются с нами на протяжении долгого времени, которые нас поддерживают. SteelSeries, Tesora, HyperX, G2A, AOC. Вы молодцы, спасибо вам огромное. Без вас бы этого ничего бы не было. Хочу передать привет нашим фанатам. Эти люди действительно, когда я читаю иногда, наш сайт, социальные группы, люди есть очень грамотные, очень умные, очень спасибо, приятно вас читать, приятно, что вы нас поддерживаете и в беде, и в печали, да, то есть, что вы действительно видите, спасибо вам за то, что вы видите, что мы построили, это удалось довольно-таки тяжелым трудом. Также хотелось бы передать, конечно, всем нашим командам, ребяткам, которые будут смотреть это интервью, что вы для меня тоже очень важны. Мы все делаем одно большое дело, и уверен, у нас все получится.